Всем привет! Меня зовут Света. Это вторая часть нашего путешествия во Вьетнам. В первой части мы открывали для себя Ханой. Так как Вьетнам был французской колонией раньше, немножечко это чувствуется вот по таким постройкам. А теперь? Почему мы едем в Дананг, собственно, еще раз? Потому что у меня там не закрытый гештальт. Но прежде чем мы загрузимся закрывать эти самые гештальты, давайте насладимся тем другим Вьетнамом, что я увидела из окна отеля. Наверное, за этим сюда и едет большинство туристов. Кокос, смотри! Да! Кокосы! Тихо, Миша. Смотри, там море! Да, только не кричи. Кокосы и море! Я после своего утреннего забега по Ханою предельно уставшая вообще, потому что я встала в 5 утра, чтобы до самолета успеть побегать. Я оббегала весь Ханой, я успела сделать... Я успела посмотреть все. Ау, это что такое? Это от этой пальмы. А что это? Дубай. Что это? Дубай упал. Ну, понятно, что упал. Это кокос. Правильно? Кокос, да. Сейчас 3 часа. Мы пойдем первый денечек почилим в морьке. А уже на второй день и на третий день у меня там свои планы. Дозакрыть все свои гештальты с прошлого раза, когда отдых в Дананге был просто ужасный с этим групповым туром. И сейчас, во-первых, впечатление от Дананга сильно другое, потому что все другое. Люди, с кем я еду, отель, куда я еду, и мое самовосприятие тоже другое. Кокос, да! Ханой все-таки очень такой занятой, слишком движухи много, скажем так. А тут... На повестке дня у меня стояло 2 места. Одно из которых – мост с руками в тематическом парке Банна Хиллз, располагающийся высоко в горах и до которого нужно совершить подъем на почти 6-километровой канатной дороге. Вьетнам вообще славится канатными дорогами. И это даже еще не на первом месте по протяженности. И еще только на подходе к канатной дороге я услышала мельком разговор 2 девушек-мусульманок из Малайзии. Одна другой говорила не волноваться, потому что там наверху жарко не будет. На что я подумала, ага, как же. Ну и уже поднимаясь, не могла не отметить, как мы влетаем в облака.
воду в которых буквально можно пощупать рукой. И да, разница температур в городе и тут наверху действительно была колоссальной. Не то чтобы я замерзла, нам в этот раз с погодой повезло, но точно плащ от дождя и ветровка лишними в Бан-Хиллз не будут. Европейский антураж не мог не подкупить, поэтому я, конечно, ментально поплыла. Особенно, когда мы еще случайно попали на праздник пива, из соображений копирайта я заменяю музыку. Но представьте, что там играла «Here we go! Оле, оле, оле!» Бродя по Ханою, мне показалось, что Вьетнам сильно кореянизирован. Конечно, если приехать в какой-нибудь район, где из каждой щели выползают русскоговорящие, может показаться и по-другому. Но я-то смотрю с другой стороны глобуса. Поэтому мне стало интересно, какие же отношения сейчас между Вьетнамом и Кореей. Для этого мне пришлось залезть в историю, а именно в период Вьетнамской войны, примерно с начала второй половины 20 века по 1975 год. Помимо Америки, в боевых действиях принимало участие множество других стран. Лаос, СССР, Китай, Северная Корея на защите Северного коммунистического Вьетнама, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Таиланд, Камбоджа и Южная Корея на стороне Южного Вьетнама. К моему огромному удивлению, ведь корейцы никогда не инициировали военные конфликты, вовлекающие другие страны, я обнаружила, что если дать волю, любой сойдет с катушек. Так случилось и в тот кровожадный период истории Азии. Будучи по одну сторону с американцами, вмешавшимися в дела другой страны только лишь из-за страха, что Вьетнам, а за ним и соседствующие страны перейдут на коммунистические рельсы, не все, но иные солдаты Южной Кореи, видимо, почувствовав вседозволенность или отыгрывая эмоции после окончания оккупации Японии и Корейского полуострова, переняли способы ведения борьбы не только против армии, но и против мирного населения. Об этом свидетельствуют записи о событиях массовых убийств женщин, детей и стариков в деревнях Биньхуа, Хами, Бинтай и других, подведя под трибунал южнокорейских военных преступников, беспричинно убивших, по разным данным, порядка 1000 человек. Победа осталась за коммунистически настроенным Вьетнамом, а война окрасилась как бессмысленная, садистская, оставившая за собой красный шлейф по всей территории Азии. В дальнейшем президенты Южной Кореи будут неоднократно приносить публичные извинения народу Вьетнама, но без выплаты компенсаций. А Вьетнам, хоть и будучи стороной, понесшей самые значительные потери, на эти извинения не даст никакого ответа, ни малейшей реакции. Почему? Скорее всего, потому что ворошить прошлое в отношениях со страной, инвестирующей в твою экономику, ну так себе. Ничего не вижу. Ни черта не вижу. С 1992 года Южная Корея является крупнейшим инвестором для Вьетнама, работая во многих областях, в результате чего корейская диаспора в стране выросла до почти 200 тысяч человек, составив вторую по численности на территории Азии после Филиппин. Финансовый аспект даже нашел отражение в визовом режиме между странами. С паспортом Южной Кореи туристический въезд во Вьетнам без визы до 3 месяцев, в то время как вьетнамцам для посещения Кореи виза таки нужна. С Северной Кореей отношения более натянутые вследствие общей изоляции страны на мировой арене. Но известно, что Вьетнам представляется одним из самых желаемых мест достижения на пути у беженцев из Северной в Южную Корею. Сегодня у нас последний день в Дананге и вообще на этот раз последний день во Вьетнаме. И мы идем закрывать мой второй гештальт. Мы идем на Мраморную гору. Возвращаясь к теме войны, хочу сказать, что частью этой печальной страницы человечества являются и Мраморные горы, служившие во время войны и секретными базами, и полевым госпиталем, и наблюдательным пунктом, а также укрытием партизан. Названные горами 5 стихий, они отражают элементы традиционной китайской философии, где каждая гора имеет свой элемент и свое название – металл, дерево, вода, огонь и земля. Мраморными их зовут также не случайно. Они в действительности богаты этой горной породой,
а у подножия вас встретит целая россыпь лавок, где продают всевозможные изделия из камня. На настоящий момент в целях сохранения этого важного объекта добыча мрамора приостановлена, хотя на протяжении сотен лет горы являлись источником материала. Самой большой и доступной к посещению является гора воды, сразившая меня количеством храмов на 1 квадратный метр. 다 보고 있어. 비 온다.哎呦哎呦，哎，小弟，哟，你自拍呀？这么厉害呀！哎呦，哇，拍照拍照拍照拍照。过得过得。 Жарко ужасно, но я все равно все здесь облазию. Джун, конечно, со мной остался. С папой он внизу сидеть не захотел. Так что настоящий мужчина. Сейчас мы поднимаемся на самый пик. Там, говорят, красивый вид открывается на город, на океан. Ой, ты какая. Живая? Ей тут Живая. горячо. Ей тут горячо, зайка, будет. Камень горячий. Положи-ка ее туда, где она будет. Но я хочу сказать, Джун молодец. Мы забрались на самую вершину этой горы, а там было прилично идти. Ступеньки очень крутые и большие, там прям чуть ли не в ногу Джуна.
Так, вода идет по этим камням. Вот так поворачивается, и вот так идет И вверх. вот так идет вверх, да. И дерево вот так растет. Да, и берет воду. Может кто-то вот эти, может эти поле кто-то понять? Тоже. С меня на этой горе 10 ручьев пота сошло, но я очень рада, что мы туда пошли, потому что на самом деле было очень красиво. В этот раз у нас был шикарный отдых, и я должна признаться, что я очень благодарна тому, что мне выпала возможность приехать сюда еще раз и исправить свои впечатления с прошлого раза. На самом деле, вот сегодня последний день, и мы должны были до 12 часов уже выселиться из номера. И мы пошли сначала выселяться. То есть какой был план? Мы сначала пошли выселяться, потом по плану мы хотели пойти на гору, а потом пропотевшие все, потому что на горе там уж сумасшедшая жара, и после горы пойти поплавать, чтобы освежиться, и уже освежившимися поехать к себе домой. Вот, и мы, значит, пришли выселяться, уже сидим на чек-ине, ждем, пока там все проверяют. И ко мне подсаживается девушка, которая, судя по одежде, работает в этом отеле, но не на ресепшене, какой-то у нее, видимо, высокий ранг, менеджер, не уверена. И что-то мы разговорились слово за слово, как тяжело воспитывать детей. Она посмотрела на то, что у Джуна забинтована рука. Я говорю, вот там были в России, он обжегся. И она тоже рассказала историю со своим сыном. В общем, сошлись мы на том, как тяжко растить детей. И она говорит, давайте вы сейчас не будете выселяться, я вам организую так, что вы вот до вашего вылета, вылет у нас в 11 ночи, что вот до вашего вылета вы будете в отеле, то есть комната за вами останется. Это такая удача, я такой удачи очень редко испытываю, то есть обычно все как-то вот более-менее запланировано у нас. И вот эта помощь других людей, помощь прежде всего в организации нашего комфорта во Вьетнаме в этот раз безумно подкупает. Я не знаю, вьетнамцы ли такие, или это просто в отеле такой хороший персонал работает. Но, в общем, нам в этом путешествии очень круто повезло. Ну, а, конечно, на пляже обязательно пить кокос, даже если хочется что-то другое. Тем более в последний день лучше выпить кокос. Я еще и под дождем успела поплавать. Последним штрихом путешествия для меня было обязательно попробовать Крем-чиз манго-ти. Я понакупила, это не то, это манго-макиато. Сказали, что это то же самое, что и крем-чиз. В общем, вот это не то. Моя, а это твоя. Он холодный. Но это как смузи. Да. Джуник, он очень холодный. Я буду Так. гулять в городу. Но красивый. Так, а тут кремовая пенка. Я стремилась добыть его еще в Ханое, но, к несчастью, наши пути там не сошлись. Поэтому я устроила настоящую охоту за этим манговым крем-чаем в Дананге. А вот это вкусная вещь.
О, вот это класс. Они разные. В общем, это смузи, а это прям такой... Ну, это прям чай, да. Тебе чай, а мне вот это. О, вот это классная вещь. Я купила второй. Ну и счастье, полные 2 выпитых стакана, плещущихся во мне. Мы оставляем страну, вылепленную судьбой в форме дракона. До следующего раза. Когда-нибудь.